Всем привет! Камера видеонаблюдения с AliExpress. На этот раз, наверное, тот оптимальный вариант камеры видеонаблюдения, про который часто меня спрашивают на моем телеграм-канале. Ссылку я оставляю и QR-код тут же. Или телеграм-чат. Заходите, присоединяйтесь к живому общению, там помогаем. В инстаграм также ссылку оставляю. Та камера, которая оптимальна по цене и супер по функционалу. Супер можно назвать, потому что у нее все есть. Давайте сразу по модели камеры. AceCam, магазин на AliExpress, на платформе AliExpress, который занимается видеонаблюдением. Камеры, видеорегистраторы, различные варианты камер по приемлемым ценам. Заходите сразу по ссылке под видео на эту камеру, и там можете переходить и просматривать остальные товары. AceCam 8 мегапикселей, Double Light 5Z камера. Double Light имеется в виду двойной ночной режим, то есть используются лазерные светодиоды и заявленная ночная картинка на расстоянии больше 100 метров. Это очень классно. Ну и основное в камере, что это 30-кратный зум, 20-кратный оптический и 10-кратный цифровой. Модель NG4T12 и еще набор цифр и букв. IP-адрес по умолчанию. User admin, password admin. Wi-Fi IP камера 12 вольт 3 ампера. Wi-Fi пароль также 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пояс 48 вольт. То есть вся информация и приложение. Сразу QR-код на скачку приложения Camhai, Camhai Pro. Многие им пользуются. Одно из лучших приложений по видеонаблюдению. Что еще очень нравится, что начали такого типа камеры делать уже в небольших корпусах. Раньше я вам показывал по такому типу камеры, но корпусы были большие, камеры тяжелые. Сейчас идет камера среднего размера. Не мини, хотя она заявлена как мини скоростная поворотная камера, но из скоростных камер она считается как мини вариант. В комплекте, как видите, нету блока питания, есть камера, муфта на RJ45, инструкция, шаблон для разметки крепления кронштейна камеры на стене, гарантийный талон, инструкция с пресетами. Та камера, у которой есть возможность через приложение вводить номер пресета и активируется та или иная функция. Очень полезная вот эта вот карточка, можно перевести, и тут же перед вами функция и Operation Mode. CalZ233 пресет, бит. Короче, вводите цифровое значение и получаете включение или выключение той или иной функции. И разметочный шаблон. Wi-Fi антенна. Чем камера еще привлекательна, что в ней есть все есть. Возможность подключения камеры по кабелю, возможность подключения камеры по Wi-Fi. По кабелю возможность подключения по POE есть, или же по 12 вольтам. Камера также имеет аудио двухстороннее, мощный динамик и хороший чувствительный микрофон. И посмотрите, камера небольшая. По сути, камера уже небольшая, но функционал ее очень классный. Установлена 8-мегапиксельная матрица IMX415, варифокальный объектив с начальным фокусным расстоянием 4,6 мм и до 94 мм. То есть 20-кратный оптический зум. Плюс 10 еще цифрового имеется. Как видите, разные есть светодиоды. 6 LED светодиодов и 6 ИК светодиодов ночной подсветки. То есть имеется 3 ночных режима в камере. Включение мощных LED светодиодов по движению, по определению силуэта человека, по всем движениям. Или же чисто работа в черно-белом незаметном ночном режиме с использованием ИК светодиодов, дальнобойный режим. Используем зумирование, и также меняется мощность ИК
светодиодов ночной подсветки. Очень классно, дальше посмотрим. Идеальная ночная картинка, наверное, на сегодняшнее время в этой камере. Поэтому тот вариант камеры, кто нуждается в качественном видеонаблюдении. Еще огромный плюс этой камеры, что имеется поддержка карт памяти. Слот под карту памяти есть до 128 гигабайт. Можете использовать карту памяти, на ней будут храниться видео и аудио с этой камеры. Но также есть возможность хранилища облачного. Это все настраивается через приложение. Также здесь на этом модуле есть кнопка сброса к заводским установкам, если вдруг что-то надо. Герметичная прокладка, крышка, резьбы в металле. Камера имеет вращение 360 полностью по кругу. Можно ставить... А, нет, упор есть. Упор есть. Камера не 360, но полностью смотрит назад. Полностью смотрит назад и полностью смотрит вниз. Вот упор есть. И немного даже вверх. На отводах кабеля маркировки есть. Камера может работать, как я сказал, уже по 12 вольтам. Рекомендует блок питания продавец 12 вольт 5 ампер. Есть у него на странице блок питания отдельно в продаже. Переходите, кому нужно 12 вольт, заказывайте сразу. Не комплектуют, потому что не всем блоки питания нужны 12-вольтовые. Камера может также по POE работать и может подключаться к POE коммутатору 48 вольт, к POE видеорегистратору вашему, если у вас напрямую камеры по POE подключаются к видеорегистратору. Или же отдельно блок питания можно купить и по POE подключить эту камеру одним кабелем, что, в общем-то, я и рекомендую вам делать при использовании этой камеры. По POE есть у меня видео, чем лучше POE, сразу скажу, огромный его плюс — это больше подключение камеры по одному кабелю на большем метраже. С POE сейчас проблем вообще нету. Можете зайти по ссылке на мои видео и посмотреть. Я показывал вам, как подключить любую 12-вольтовую камеру по POE. Кронштейн. Обычный кронштейн — это все металл, сплав, алюминиевый сплав. И также верхняя часть камеры, также сплав алюминиевый. Передняя часть, вот, где расположена матрица, модуль с ИК и LED светодиодами, это все вот металлическая часть. Вторая часть купола — это пластик. Камера собрана добротно, нету никаких лишних люфтов критичных, то есть вариант камеры вообще отличный. Выведен разъем для установки Wi-Fi антенны, и Wi-Fi антенна идет в комплекте. Это кому нужно, кто будет камеру подключать по Wi-Fi. Обычная установка кронштейна без всяких проблем. Пропускаем кабель, выходит кабель, устанавливаем как вам нужно этот кронштейн и затягиваем болты-фиксаторы. Равномерно с 3 сторон притягиваем. Вес камеры в собранном виде составляет килограмм 619 грамм. И вот так камера выглядит в полностью собранном состоянии. Мощный кронштейн, крепление рассчитано на такой вес, даже рассчитано на больший вес, кронштейны мощные. Все отлично. Кабельный канал в кронштейне есть вниз для спуска кабеля или в сторону. Все, в общем-то, продумано. Первый минус, заметил, это очень короткий, ну очень таки короткий отвод кабеля. Но кому минус, кому нет. Сейчас есть такие герметичные коробки, что можно на них прямо крепить камеру. В этой ситуации такой короткий кабель даже будет плюсом, потому что он меньше места будет занимать в герметичной распредкоробке. Даже если камеру не на коробку крепить, а на стену, а непосредственно внизу непосредственно будет крепиться предкоробка герметичная, то это также не будет минусом. Но может для кого-то и нужен и длиннее кабель. В случае подключения камеры по Wi-Fi вам нужен будет 12-вольтовый блок питания. В моем случае я буду использовать POE блок питания 48 вольт 0,5 ампера. И подключать буду камеру по кабелю непосредственно блоком питания. Все просто. LAN — это у нас подключается кабель, обратный конец идет в роутер, в наш домашний, в свободный разъем роутера. В камеру подключаю кабель по POE, возможно подключение до 100 метров, на длину до 100 метров.
В моем случае использую короткий для подключения на столе. И разъем POE — это подключение самой камеры. Все просто, вообще никаких вопросов не возникнет у вас. По обжатию многие спрашивают, купить готовый или обжать. Можете купить на Алиэкспрессе RJ45 и витую пару в своем строительном магазине. Личная есть, черная есть вот для помещений. Покупаете и сами обжимаете. Видео есть у меня на канале. Кому не дал ссылку или забыл дать ссылку в комментариях, спрашивайте, обязательно дам. И с обжимкой есть видео, как обжимать. И можно единоразово, если вы хотите, не хотите дальше заниматься этим, можно обжать это все отверткой. И подключаю блок питания в розетку 220 вольт. Пошел тестовый режим. Ярко мигнула камера LED светодиодами очень яркими. Калибруется поворотное устройство. Камера работает полностью по одному кабелю. Идет питание и данные по кабелю. Устанавливаем приложение Camhai или Camhai Pro. Вот иконка. Открываем приложение. Встречает вас заставка приложения. И тут же плюс. Если у вас нету камер в вашем приложении, в вашем аккаунте, у вас просто будет, как у меня, чистый лист. Жму плюс. IP-камера, беспроводная камера с низким потреблением, 4G камера, добавление устройства общего доступа. IP-камера, понятно. Устройства, которые не подключены к сети настроек первого использования, подключенное устройство. Текущая сеть Роман. То есть все уже есть. Новое устройство. Включите, подождите около 30 секунд, все, в общем-то, прошло. Включен следующий шаг. Подключен сетевой кабель, нет доступа к сетевому кабелю. У нас сетевой кабель подключен. Тут же выскакивает в поиске, в домашней сети, приложение нашло камеру под уже внутренним IP-адресом с моей подсетью. По умолчанию подсеть единица идет, уже камера адаптировалась под мою подсеть. Подсеть 0. Кликаю. ID устройства, имя пользователя, пароль, все добавляется по стандарту. Заход на камеру по умолчанию. Добавить видеокамера, назовите камеру как хотите. Или же сами пропишите. В сети. Измените пароль, понятно, да, понятно. Все-таки требует менять пароль входа. Старый пароль админ у нас, новый пароль и подтверждаем пароль. Готово. Пошла инструкция, куда что, как управлять камерой, продолжить. Камера в работе. Картинка в SD качестве, можно в HD переключить, и тут уже получаем совсем другую картинку. Есть джойстик, которым, ну, кому как, кому удобно, кому нет. Здесь ступенчато. Нет. Придерживаем, и камера, ну, как-то ступенчато она вот поворачивается, видите вы. Почему плавности нету, не знаю. Также вверх и вниз. Плавность при вот этом управлении присутствует. Плюс зумирование. Приближаем. Быстро работает. Минус. Меняем фокусное расстояние. Все тут понятно. Камера имеет минимальное фокусное расстояние 4,7 мм, но говорит о том, что камеру на небольшой территории использовать будет неэффективно. Если вам нужен широкий захват, а территория узкая, небольшая по длине, по величине, то нужна вам камера будет с более широкоугольным объективом начальным. Тут 4,7 мм по стандарту камеры, которые вы привыкли видеть. 3,6 мм идет, широкий угол это 2,8, рыбий глаз это 1,7. Здесь 4,7, чтобы вы имели это в виду. Камера будет идеально с высоты, 5-10 этаж, вот эти все тут не обговаривается. Если первый этаж, но вам нужно далеко приближать, или частный дом, например, что вам нужно захватить, далеко видеть, чтобы камера отслеживала объекты далеко, эта камера также подойдет. 32-канальный XMI-евский видеорегистратор, камера добавилась по OnVIF протоколу. Также она будет работать с видеорегистраторами Dahua, с видеорегистраторами Hikvision посредством OnVIF протокола.
Супер, картинка просто супер. Вот видно сразу качественная, четкая, детализированная картинка с монитора видеорегистратора. Ну и также одновременный просмотр можете ввести с приложения на смартфоне. На смартфоне с приложения из любой точки мира можете ввести удаленный просмотр. Также заходить на карту памяти, то есть все моменты. Камера отмечает красным квадратом силуэт человека. Но почему-то средняя часть отмечает, то есть на уровне заднего места человека квадрат красный. И вон, ничего себе, на хорошем таки расстоянии сканирует она силуэт человека. Автомобильные номера вообще без проблем. Заезжает с перекрестка автомобиль, на минимальном зумировании с 30 метров различимы номера. На не быстро едущем автомобиле. Понятно, что на быстро едущем и проезжающем в сторону, ну так вот, под углом вы не различите. Ну, хотя, если использовать зумирование, я думаю, все возможно. Картинка с приложения. Также вопросов по картинке вообще никакой нету. Очень четкая, детализированная по всей плоскости. Объектив стоит качественный, никаких смытий, размытий, ничего нету. Богатые настройки уже в приложении. Можете в настройки заходить даже со списка устройств, не обязательно активировать камеру. Главное, чтобы камера была в сети, шестеренка и настройка беспроводного соединения, если нужно подключить по Wi-Fi. У нас камера подключена сейчас по кабелю. Изменение пароля понятно, управление сигнализацией и уведомлениями. Очень классно. Активирую уведомления в приложении. И человек идет, и приходит уведомление. Уже пришло уведомление. Имя поменять камере можете, прописать другое. Сигнал тревоги оборудования. Сигнал тревоги срабатывает при обнаружении движущегося объекта на экране устройства. Чувствительность объекта обнаружения. Также ставим, и можно ставить территорию. Левая, вся территория, правая. Вот так можете выделять. И ставить чувствительность. Ну давайте чуть больше, 60. Все. Примечание: рекомендуется оставить значение по умолчанию, так как слишком высокая чувствительность может привести к частным... Ну вот смотрите, все у вас прописано. Все русифицировано. Жмем приложение. Это, ну, я так понимаю, сохранение. Тут же вариант есть еще звуковой сигнализации. Устройство оборудования микрофоном запускает сигнал тревоги, когда окружающий звук превышает интенсивность обнаружения звука устройства. То есть можем получать по резкому какому-то звуку, стук в ворота, разбитие стекла, еще что-то. И будет вам приходить уведомление звуковая тревога. Человек и звуковая тревога, если вы активируете, если нужно. А и будильник. Имеется в виду включение интеллектуальной отслеживания. И тут у нас тип идентификации. Признание гуманоидов. Вот так вот. Вы можете признание гуманоидов поставить. Это именно вот сейчас у нас стоит. Людей камера выделяет. Пишет по людям. Включает запись, кстати, на видеорегистратор также по людям. На карту памяти по людям. Машины не активирует. У нас есть вариант признания распознавания человеческого транспорта. И вот совет после изменения: перезагрузиться хотите, не хотим. Будем признавать только гуманоидов. Рамка объекта распознавания имеется в виду красный квадрат на попе женщины, ну и уже и мужчины. 2 квадрата. Вот так вот. И смотрите, на огромном расстоянии, ну просто супер, супер. Вон идут женщина-мужчина, 2 женщины, и ту распознает, приходит уведомление в приложение, и идет запись на видеорегистратор, именно по объектам, которые мы ставили, а именно люди. Супер. Рамка объекта, то есть, давайте попробуем выключить. Все, рамка объекта выключена, можно, чтобы она была включена. Будет вам показывать, по каким людям, каких она людей видит. Установка сигнализации, триггер связи. Устройство может вызывать сигнал в любое время суток. Короче, тут все русифицировано. И можете ознакомиться и выбирать, что вам нужно. Захват
на карту SD ставим. Запись видеосигнала тревоги на карту ставим. Когда сигнал тревоги срабатывает, устройство выдает сирену. Не ставим. Сирена из динамика. Может звучать по силуэту человека. Поставили вы рамку, где нужно распознавать человека. Вот рядом, к примеру, рядом с воротами, с вашим домом. И там тогда при появлении человека будет звучать сирена в динамике. То есть такое себе своеобразное отпугивание. Ну отлично, отлично. Четкость супер. Камера некоторое время, пока адаптировалась в сети, видели вы, рывками работала. Сейчас в сети полностью адаптировалась и отлично. Без, ну, может какая-то минимальная есть лаги, самые минимальные. Номера распознаваемые четко. Можно таким вот зумированием, просто с видеорегистратора цифровым все это сделать. Но у нас оптический зум также неплохой. Запись на FTP есть возможность. И изображение на FTP. И количество снимков. То есть все в этом разделе, тревожный толчок у вас прописано. Настройка видео. Немаловажно. С приложением можем разрешение камеры переустанавливать. Например, вы заказали эту камеру, а у вас видеорегистратор не поддерживает 8 мегапикселей. Вы можете поставить разрешение, выбрать, которое вам нужно. 2 мегапикселя, 4 и 8. Тут же скорость передачи данных, частота кадров. Тут же у нас по максимуму стоит 20. 8 мегапикселей, 20 кадров в секунду. Дополнительный поток, второстепенный поток, вторичный. Также вы можете регулировать. Два вида разрешения. Частота кадров 20. И формат видео 50 Гц и 60 Гц. И сохраняем, если что изменяли. Настройки звука. Также запись план карты. Также основной поток писать на карту памяти в разрешении, в котором вы задали, в максимальном или в дополнительном. Соответственно, больше места будет сохраняться при минимальном разрешении. И можно ставить разные варианты записи. По графику, если вы составите ручную, или простая запись в течение всего дня. Имеется в виду график, который вы зададите. Включать запись, не включать, ну, по тем моментам, которые вы ставили. Люди, там, машины. Настройка времени устройства также немаловажно. Синхронизация устройства с телефоном. Все. И часовой пояс, и время все установилось согласно со смартфоном. Начальная настройка. Перезагрузить устройство можно удаленно, кликнув, устройство перезагрузится. Это компьютер небольшой, поэтому перезагрузка иногда требуется. Восстановление заводских настроек также можно отсюда, или же кнопкой, которую я вам показывал в камере. Информация об устройстве, там все. ID номер камеры и тип сети. Что у вас сейчас? LAN соединение сейчас у меня. Если будет Wi-Fi, то будет Wi-Fi соединение. Число пользовательских подключений, IP-адрес. Все здесь есть. И проверка обновлений. Если будет обновление, то на вашем устройстве последняя версия. Можно будет обновить камеру именно в этом разделе. И удаление устройства имеется в виду из вашего аккаунта. Или поделиться. Поделиться также можно. Очень удобно камерой управлять через видеорегистратор. Управление работает супер. Автофокус в камере тоже отрабатывает отлично. Вопросов по этим поводам вообще никаких не возникает. Вверх-вниз. И зумирование также можно с видеорегистратора использовать. Смотрите, какая четкость картинки. И тут на максимальном зуме работает автофокус практически незаметно. Быстро выравнивает картинку. Кстати, можно через приложение переключать, что вам нужно. Фокус ручной ставить или же автоматический. Это с помощью пресетов можно задавать. В приложении камера вот так вот выделяет людей. В видеорегистраторе красными квадратиками, а в приложении на смартфоне оранжевой, желтой рамкой выделяет полностью человека. В приложении значки. Запись на папку смартфона,
включить звук с камеры. Можете слышать, звук очень хороший, микрофон качественный. Человек пошел, приходит уведомление. Звук, кстати, также воспроизводится и через видеорегистратор в подключенные к нему колонки. В онлайне звук есть. Поддержка по OnVIF протоколу звука также имеется. Сделать снимок, сохраниться в папку смартфона, можно поделиться в дальнейшем. И зажать кнопку микрофона и сказать в камеру. Воспроизведется в динамик ваша фраза. Очень мощно, тоже также звучит. Далее основные, по мнению производителя, основные настройки. Быстрые. Зеркало перевернуть, картинку опрокинуть. Приближение, отдаление, автофокус. Вот здесь так сделано. Также можно зумом пользоваться. Вот так. Приблизить, отдалить. И уменьшение фокуса, увеличение фокуса. Приблизить. Приближаем. Отдаляем. И фокус подстроить. Ну, днем автофокус отрабатывает отлично. Скорее всего, ночью нужно будет вручную воспользоваться корректировкой. Предустановки положения. Имеется в виду пресеты. И именно вот эти коды по включению функции нужно вводить будет именно сюда. Вводим цифровое значение и жмем «Вызовите». Регулировка громкости, динамика и микрофона также есть. Настройка изображения. Яркость, контрастность и насыщенность. Все также здесь есть. Очень удобно, что это есть в приложении. Если нужно, пользуемся. Режимы ночные. Интеллектуальный, как я вам говорил, по человеку. Поставили, по человеку будет включать белые LED светодиоды, переходить в цвет. По машине вы поставили, по машине будет. Машина подъехала, включается LED светодиоды яркие. Камера запись включила. Все моменты. Сирену поставили, еще и сирену добавила. Или же обычное ночное видение черно-белое. Или цветное, постоянно светят LED светодиоды и постоянно камера в цвете. Установил 80-й пресет. Согласно инструкции. Карточка очень полезна. Следит за человеком камера с использованием автоматического зумирования. Номера. Супер. Еще поймала людей. Блин, а как она их увидела, вот этого я не могу сказать вам. Супер. Работает зумирование автоматом. Черты лица распознаваемы. Номера автомобиля распознаваемы. Камера держит теперь человека под прицелом. От камеры не спрячешься. Супер. На приложении выглядит это дело вот таким образом. Использует зумирование. Ну, какой-то... Вот, спрятался человек. Как вроде бы подыгрывает нам. Камера возвращается в то место, откуда было запущено слежение. И ждет следующий объект, за которым она будет следить. Выключить автотрек. Вводим пресет 81. По работе с видеорегистратором, я думаю, это будет с любым видеорегистратором, будь то XMI видеорегистратор, как у меня, будь то Dahua или Hikvision. Во вторичном потоке не выводилась картинка, вот маленькую картинку, была черная. Первичный поток заходишь, открывается на весь экран. В таком вот режиме просмотра множество камер, картинка не выводилась. Регулировка внешнего потока с видеорегистратора, ну как и основного потока, не получается. То есть камера на эти настройки, что вы тут ставите с видеорегистратора, не реагирует. Поэтому заходим в настройки камеры, настройки видео и дополнительный поток. Разрешение ставим 640 на 352. По умолчанию стоит 1280 на 720. И видеорегистратор не выводил картинку. Переключил 640 на 352. Камера перезагрузилась и видеорегистратор стал выводить ее на вторичный поток, на многоканальный режим. По основному потоку настройки остались стандартные. Видеорегистратор их поддерживает. Веб-интерфейс камеры на компьютере. В домашней сети вводите внутренний IP-адрес камеры, который в информации есть на приложении об устройстве. И получаете полный доступ к настройкам камеры. Также управление ее, также управление зумом, фокусом,
настройки различные. Веб-интерфейс камеры. Ну и основное, что здесь настройки. Это внутри сети. Если вы хотите удаленно, камеру, например, поставили вы на одном объекте, а на другом объекте вы с ноутбука хотите что-то сделать. Есть также приложение, называется Hi P2P клиент. Hi P2P клиент. Это веб-клиент, с которого вы можете добавлять кучу камер, именно камхаевских, и оттуда отслеживать их как одновременно несколько штук, так и полностью менять также все настройки удаленно. Управлять камерой, все остальные моменты. Захотели зайти на карту памяти и посмотреть, что камера записала в течение дня, то, что вы поставили. Не обязательно заходить на камеру, просто можно зайти в список устройств и кликнуть на иконку карты памяти. Все записи. И написано по какому поводу. Запись сигнала, тревоги, сигнализация, запланированная запись, время, дата, все здесь стоит. Воспроизведение роликов тревожных, воспроизведение тревожных картинок. Почему-то не прогружается, но я думаю, что прогрузится, если подольше поддержать. Открываем картинку. Четкая, очень классная картинка. Тревожные те фото, которые, если по разным тревогам, то чисто по разным. Нет по определению человека или по всем движениям. Все это просматриваете, приходят уведомления. Вот я вижу в камеру, человек прошел, и за ним идет слежение. Смотрите, даже только определила людей и сразу делает фотографию. То есть непосредственно сразу по определению человека. Фото можете также делиться. Воспроизведение с карты памяти по дате. И все пошло сначала. Вот я дату поставил. Все ролики, которые камера вот даже при перезагрузке, при установке записывала, тестировалась, когда я ее монтировал. И все она записывала. Вот здесь все можно воспроизводить. Все записи или записи сигнала тревоги можно поставить такой фильтр и чисто воспроизводить записи по тревожным моментам. Может быть неразбериха, если вы не поставили, не синхронизировали сразу время. Со звуком, звук четкий. Ой, даже слишком. Вытащил карту памяти из камеры, если нужно, удобно. Или нужно слить информацию какую-то, неудобно со смартфона, установил в компьютер и пользуешься. Включил функцию слежения за автомобилями. Человека проигнорировало и следит за авто, но красный, несколько даже красных квадратов хаотично туда-сюда бегают. Ну, как-то вот так. Проследила за автомобилем. Ну, понятно, что не успевает. Небольшое расстояние. Было бы интересно, конечно, на всю длину дороги выйти, чтобы вот так она... Нет у меня такой возможности установить камеру. Чтобы следила вдаль за автомобилем с использованием зумирования. Сейчас посмотрим на этом примере, что... Ну, как-то хаотично. Может, не узнает она, может, распознает только китайские автомобили. Сейчас посмотрим. Использование, да, зум также использует. Номера различить отлично можно. Автофокус при этом работает. 1, 2, 3 автомобиль всех выделяет. И выбирает красное Жигули. Отлично. Автомобиль. Красный Жигуль. Ну, понравился камере больше красный Жигуль. Поэтому она что теперь? Будет следить за ним. Любоваться, наверное. Ну, давайте посмотрим до какого времени. И приближает его, и удаляет, и автофокусирует. Все варианты. При этом пошел человек, отметку на человеке ставит, но за человеком не следит и не использует зум. Взяла во внимание красный Жигуль и все, смотрит на него. Переустанавливаю тип идентификации распознавания человеческого транспорта на признание гуманоидов. Да, но вот как бы еще один минус есть. Камера при этом перезагружается.
То есть нету такого переключения незаметного. Вот сейчас виснет, перезагружается и уже войдет в работу с новой установкой. Дневная картинка с камеры, как и слежение на высшем уровне. Очень приятно следить, наблюдать за этим всем, просматривать запись, как работает камера. Процент ложных срабатываний имеется. Даже в более дорогих вариантах камер ценового диапазона также имеется процент ложных срабатываний не без этого. Ночная картинка – это тяжелые условия. Слежение уже не так эффективно, но все равно камера следит за людьми, работает автоматический зум, работает автофокус. Но уже ей сложнее, например, сфокусироваться, или же на том расстоянии, когда она днем там человека различала, ночью уже, возможно, она его там не зафиксирует. Очень мощный луч, посмотрите, какой просто мощнейший луч ИК светодиодов. Также меняется яркость ИК светодиодов при зумировании картинки или же при нахождении предмета рядом с камерой. Максимальный зум, автофокус отрабатывает, но опять же уже не так быстро, как это было днем. Это понятно, ночь это тяжелые условия. Для примера вид с другой камеры. Вот это луч ИК светодиодов этой камеры. Посмотрите, какой луч. Вот я камерой сейчас управляю. Просто мощнейший ИК прожектор. Очень мощные дальнобойные LED ИК светодиоды установлены. Ночная картинка с ИК светодиодами в черно-белом режиме на 100 метров это 100% будет работать. В этом нет сомнений. Очень мощные инфракрасные светодиоды ночной подсветки. Если переключу в интеллектуальный режим, камера переходит в цвет при обнаружении силуэта человека. Ну, уже, как я вам говорил, на дальнем расстоянии, уже там, где днем она определяла, уже ночью не определяет. И также задействуются очень мощные LED-прожекторы. Ослепляюще мощные. Сравнимо, наверное, с 20-ваттным LED-прожектором, обычным прожектором. Но это прожектор у вас будет со слежением и с записью на картой памяти. Также, если в цвете зумировать картинку с камеры, вот полностью на все возможности, 30-кратный зум использован. Посмотрите, можно свободно будет различить стоящий автомобиль, номера автомобиля, что вокруг него происходит в цвете. На расстоянии примерно 30, а то и больше метров. Это в цветном режиме. Тоже мощный, классный LED-прожектор. Имеются различные варианты выключать LED-светодиоды и переводить камеру в цветное изображение при наличии дополнительного освещения. Вот, например, как уличное освещение. Камера у вас будет четко показывать в цвете и даже без своих LED-светодиодов. То есть она будет незаметна окружающим, но будет использовать дополнительное наружное освещение уличное и показывать в цвете очень классно, потому что установлена Sony матрица. За свои деньги очень классный вариант камеры, определение силуэта человека, запись чисто по человеку, автомобилей, запись чисто по автомобилям можно, слежение также за тем или иным объектом. Все это вкупе очень классно работает. Качественная картинка, качественное аудио. И немаловажно, дальнобойная и качественная ночная картинка с этой камеры. Ссылка на камеру в описании под видео. Также там ссылки на телеграм-канал и телеграм-чат по видеонаблюдению. Заходите, присоединяйтесь, общаемся, помогаю. Адрес почты для консультаций также оставляю. Пишите в личку, отвечаю на ваши вопросы. Подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайк, помогайте продвигать видео. В дороге еще много очень интересных камер видеонаблюдения. Всем удачи, до следующих видео.